Задают вопрос, вот что делает такая маленькая красивая девочка у нас в студии, казалось бы, детей своих приводим. Ребят, эта девочка поет так, что нам всем мало не покажется. Данелия Тулешова, привет тебе, Тулешова. Данелия, кстати, переможниця, хотів сказати, победительница проекта «Голос країни Дід», все правильно я говорю, да? Да. Была в команде у Димы Монатика. Да. Вот, скажи, ты на слепых прослушиваниях, к тебе все повернулись, да? Да, я была... Это было, конечно, очень неожиданно, потому что я надеялась развернуть хотя бы одно кресло и даже дальше в слепых прослушиваниях не дойти. Слушай, а почему Дима? Почему ты вот именно к нему пошла? Не знаю, но потому что мне очень нравится его творчество. Он такой скромный, он видно по нему, что он занимается тем, что ему нравится. А чего он кайфует? Слушай, ну вот смотри, мне кажется, ты немножко лукавишь, когда говоришь, что ты не ожидала, что кто-то повернется, или вот ты действительно Я просто... правда не ожидала, вот честно. Когда вот мы на кастинг пришли, «Голос Эдиты», я увидела, что там очень много детей, они все распеваются, поют, и мне стало очень как-то страшно. Слушай, ну тебе, наверное, это же не первый конкурс, у тебя были в Астане конкурсы еще, да? Ты их выигрывала. Да, мой самый первый конкурс проходил в Астане, это Айлахан Астана. Смотри, а вот с чего началось увлечение вокалом в том плане, что ты, это было намеренное желание родителей отвести тебя куда-то, либо ты просто кому-то подражала, вот кто-то тебе нравится настолько, что ты начинала петь его песни? Как это было? Нет, сначала мама меня просто отправила в развивающую школу, и там, собственно, я занималась в всяких разных сферах, да, кружках. Актерское мастерство, танцы, музыка, все такое. Но вокал там был, ну знаете, там просто попоем всякие разные простые песенки и все. А потом у нас был отчетный концерт, можно так сказать. И там директор школы отправил меня на конкурс. И я прошла от Алматы, и, в общем, так все пошло дальше. От Алматы, не от Астаны? Сначала, нет, я в Алмате живу, я от Алматы прошла. И потом я победила, потом пошел следующий конкурс, следующий, и потом... Слушай, а когда у тебя вот появилось собственное ощущение, вот когда ты сама почувствовала, что ты хорошо поешь, вот что ты можешь своим голосом влиять, ну, скажем так, на настроение людей, вот твое личное ощущение, не когда ты начала конкурсы выиграть, а когда ты впервые поняла, блин, ну я же классно пою. Вот как... Если честно, мне даже сейчас не очень нравится, как мой голос, моя техника. И, конечно же, очень долго надо еще расти, чтобы мне и вправду понравился мой голос и мое звучание. А кто для тебя вершина? Вот какую вершину ты видишь вот на данный момент? Вот кто для тебя вершина, ну, скажем так, исполнительского мастерства в плане вокала? Я думаю, Дженнифер Лопес и Бейонсе. И Бейонсе, да? То есть тебе кажется, что они крутые? Ну да, конечно, потому что, во-первых, звезда — это тот человек, который трудился, и уже получил, как можно сказать, оплату за свой труд. И стал звездой. И видно по всем концертам Дженнифер Лопес и Бейонсе, что они занимаются тем, что им, собственно, нравится, и они трудились очень долго, чтобы попасть на такие сцены. Вот так, ребятки, человек трудится и попадает на самые большие сцены, поэтому мы все в предвкушении. Сейчас у нас будет короткая музыкальная пауза, Федука, а затем мы продолжим. А мы, между прочим, продолжаем здесь разговаривать. Стол заказов у нас в прямом эфире. Телеканал РУ-ТВ, господи, Данелия Тулешова у нас здесь. Ты как раз спрашивал, видишь, про ляпы по поводу прямого эфира. Так что не страшно, прямой эфир, здесь все возможно, но этим, собственно, и прелесть. Слушай, я знаю, что у тебя при рождении было дано другое имя. Тебе немножечко. Было такое? Что тебе родители, по крайней мере, так написано в интернете. Это то, что я читал, что тебя назвали Данеля, но там произошла какая-то ошибка, и ты стала Данелия. Вообще, нет, Данеля — это, как сказать, укороченная версия Данелия. А вообще, когда я родилась, я месяц была без имени. Мне думали, или Аделя, или Данеля. Но потом папа уже, он устал уже называть меня не по имени, да, а то привыкну и буду себя называть малышом потом в будущем. Поэтому папа решил, что я буду Данелей. Слушай, ну вот у тебя не было, я, по крайней мере, когда был маленький, да, меня зовут Артем, у многих детей почему-то, особенно вот в моем возрасте, когда мы совсем были малыши, хотелось иногда себе какое-то другое имя из какого-то сериала и так далее. Да, у тебя уже сериальное, по большому счету, имя, знаешь, западное такое. Ты в гармонии со своим именем живешь? Вот ты представляла бы себя вообще с другим именем вообще? Вот, вообще мне, если честно, как-то все равно на мое имя. Я уже привыкла к своему имени, и без моего имени
я себя представить по-другому не могу. По-другому не можешь. Просто вот так вот привык человек. Назвали и назвали. Слушай, смотри, вот в любой момент у любого артиста наступает такой момент, когда с конкурсами надо прекращать. Ну, то есть иногда, знаешь, существует такая опасность не выйти из конкурсного какого-то направления. Да. Вот ты чувствуешь вот эту вот грань, когда вот все, вот я выиграла все, что можно, вот пора двигаться дальше. Ты не чувствуешь в себе вот этот вот этап, что пора создавать собственный материал, и работаешь ли ты над этим? Я думаю, что я еще поучаствую в нескольких конкурсах, потому что мне еще нужно набраться опыта, работы на сцене, и потом уже, ну, где-то через годик, может быть, уже начну делать свою музыку, свое что-то. А что, по твоему мнению, вот для артиста самое важное, вот для тебя какой критерий артистизма или вообще вот чего вот в образе? Ты же наверняка себя представляешь, как ты в будущем, там, 2-3 года, 4, ты выходишь на сцену. Что бы ты хотела в себе увидеть того, чего нет в тебе сейчас? Самое главное в артисте — это, конечно, свое звучание, потому что очень... И репертуар, по большому счету, песни. Ну да. Потому что вот то же самое, мы едем в машине, звучит какая-то песня, и если мы узнаем артиста, то тогда это большой плюс для самого него. И я очень хочу, чтобы я тоже нашла свое звучание и свою стилистику. Слушай, а вот ты, когда записываешься на студии, с тобой работает большое количество человек, ты насколько слушаешь то, как тебе рассказывают петь? Вот тебя, допустим, записывают в студии, да, кто тебе пишет? На самом деле не очень много работает со мной, только наш Вова. Наш Вова — это кто? Это наш звукорежиссер, да. Он очень прикольный и крутой. И, конечно же, Наташа. Ну и как без мамы, это же самый главный наш Понятно. Слушай, критик. но есть вот человек, который тебе рассказывает, как там петь или пропевать то или иное слово, либо ты сама просто все по наитию это делаешь и таким образом вырабатываешь свой стиль? Нет, у меня есть как бы педагог, и именно для этого нужен педагог, чтобы мне подсказали, как здесь лучше, как будет легче петь, может быть, какие-то техники новые. И именно для этого нужен педагог. И я очень благодарна, что у меня такой крутой педагог, который всегда мне подскажет. То есть ты считаешь, что пение — это больше технический процесс, а не душевный, да? Нет, пение — это микс. Микс. Да, потому что если, например, ты хочешь быть мировой звездой на мировом масштабе, то тогда, конечно, нужно иметь и технику, и артистизм, и пластику. А что первично? Вот что из этого ты бы душа? Да, душа, конечно же, потому что это очень круто, когда человек доносит песню, артист доносит песню до зрителя. Вот так, ребят, артист, доносящий песню до зрителя, Данелия Тулешева у нас сейчас здесь. Мы сейчас смотрим музыку, а потом вернемся. Поговорили мы, в общем, с Данелией Тулешевой о том, о сём. Спросила, могу ли я стать супермоделью? Говорит, а мы говорим, конечно же, да. Потому что такая красавица, у тебя все точно будет. Запомни это. И живи с этим. Слушай, как ты успеваешь учиться? Вот мне это вопрос. Ты сегодня с утра была на русском радио. Сейчас ты здесь на телеканале РУ-ТВ. Классный руководитель не звонит? Я досрочно сдала все экзамены, и за 2 дня я сдала 12 суммативок. Кто не знает, суммативки — это, ну, как бы, работа за четверть. Ага. Есть СОЧ, есть СОР. СОР — это за раздел. Понятно. Слушай, ну вообще ты в школе появляешься хоть иногда? Да, я каждый день хожу в школу, я не пропускаю ни одного дня, кроме как для важных событий. Для меня езжу куда-то по городам, но я сдаю экстерн. А как ребята относятся к твоей популярности? Вот как они тебя воспринимают? Не чувствуешь ли ты что больше чувствуешь? Больше зависти или восхищения? И как вот ты по ощущениям? Я думаю, что у некоторых есть зависть, но она не такая плохая, она, наверное, все-таки хорошая зависть. То есть они просто, ну, как бы иногда могут пошутить. И большинство моих одноклассников больше, наверное, за меня радуются, когда я уезжаю, и желают мне удачи. Также у меня есть самая лучшая моя подруга. Она очень добрая, скромная. Ее зовут Алтынай. Она как со мной золото, еще... Да. Она со мной подружилась еще с начала С года. юности, назовем это так.
Нет, я вот в 5 класс пришла только, ну вот... Ты сейчас в 5 классе? Да, в 5 классе. Я только в этом году пришла в новую школу. И именно в первый день вот это был первый человек, с которым я познакомилась. А ты в физмат перешла или куда? Да, нет, у меня 2 школы были физмат. Ага, и сейчас ты в физмате или нет? Да. Да? Нет, я сейчас А почему делаю физмат? То есть, смотри, вот ты, допустим, сидишь, тебе рассказывают, что там по физике сейчас, диффузия какая-нибудь, да, у вас там в 5 классе. Тебе рассказывают про диффузию, а ты думаешь, елки зеленые, я артист, что вы мне рассказываете? Нет у тебя такого Нет, ощущения? у меня такого нет ощущения, потому что в первую очередь даже Александр Давыдович говорил, что... Александр Давыдович — это Ревзин, известный режиссер. Да, он даже сам говорил, что вы должны быть умный, артист должен быть умный, потому что то же самое элементарно говорят на сцену, например, репетиция, что-то там случилось с техническими неполадки, и объясняют, ну, что там случилось, а ты не вгоняешь. Потому что не хватает образования. Вот и для этого нужны всякие диффузии. Понятно. Слушай, смотри, а учителя к тебе как относятся? Ты чувствуешь какие-нибудь поблажки, либо они, наоборот, демонстративно пытаются вести с тобой тебя строже, чем с остальными? Они, конечно, иногда, ну, как бы, их раздраженные, потому что я часто пропускаю, но я все равно, ну, как бы, сдаю все и правильно все. Даже если куда-то улетаю и не сдаю, я все равно, ну, не успеваю физически сдать. Я все равно учу все и потом приезжаю и, конечно, сдаю. Смотри, давай так, расскажи нам о планах. Я знаю, что артисты достаточно суеверные люди, о которых можно рассказать. Вот ты работаешь над какой-нибудь песней, клипом. Я не говорю сейчас про конкурсы, в которых ты собираешься участвовать, потому что если нет подтвержденных, не надо говорить. Тем не менее, что ты можешь озвучивать? Вот какие у тебя планы ближайшие, ну, скажем, на ближайшие несколько месяцев по съемкам и работой над собой? Работаешь ли ты над сольным материалом сейчас уже? Ой, даже не знаю, но сейчас я поеду в Киев, у меня будет выступление, и, конечно же, потом я наконец-то поеду отдыхать. Куда? В Таиланд. В Таиланд, круто. Это будет очень круто, я надеюсь. И потом, конечно, надо работать. У меня, знаешь, тебе еще вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты работаешь сейчас, ну, я понимаю, что больше на будущее, это тебе материальную отдачу, ты начала зарабатывать деньги сейчас? Вообще на выступлениях, ну да. То есть ты уже в 11 лет ты зарабатываешь деньги своей работой? Ну, вообще сейчас многие дети зарабатывают вот на так своих вот, выступлениях. ребят, для тех мужчин, которые не знают, что делать. У меня 11-летний ребенок в студии Данелия Тулешева зарабатывает деньги. Учитесь как надо. Ребят, спасибо тебе большое. Ты большая умница, тебе больших успехов. И супермоделью будешь, и большой Спасибо певец. же. Приходи к нам еще. Стойте, только не забывайте, чтобы зарабатывать деньги, надо, конечно же, трудиться и работать усердно. И не зазвездитесь. Вот так. Пойду набью себе новую татуировку от Данелии Тулешевой здесь. Ребята, Цитаты от не Данелии. зазвездитесь. Телеканал РУ-ТВ у нас продолжает вещание. Не переключайтесь.